Всем привет, меня зовут Максим Холдер, я тренер Академии покера по МТТ. И сегодня я расскажу вам о том, как играть в коротких стеках меньше 20 блайндов. Это довольно серьезная проблема, как выяснилось, для большинства игроков, потому что многие не умеют, либо боятся играть в коротких стеках и делают абсолютно неправильные действия. Я, когда разбираю базу учеников, очень часто сталкиваюсь с тем, что либо ученики начинают открываться рейзом 2-3 блайнда, когда у них стек у самих очень маленький, либо они наоборот сидят, пока их стек не становится 5, 4, 3 блайнда и идут all-in, удваиваются, к примеру, и получают стек обратно себе блайндов 7 или 8 и снова, получается, сидят. И вот в этом видео я вам расскажу про стратегии, которых можно придерживаться для того, чтобы максимизировать прибыль, играя в коротких стеках и не допускать ошибок. Для меня игра в коротких стеках это самое простое, что может быть в МТТ. То есть здесь не нужно как-то играть хорошо по слоп, не нужно перемудривать оппонентов, то есть не нужно как-то их перехитрять, обыгрывать, блефовать. То есть мы просто играем строго по чартам, которые у нас, например, есть чарты пушфолда, и ничего не выдумываем. Есть еще, помимо игры просто в пушфолд, есть еще две стратегии, которых я придерживаюсь, которых я даю ученикам. Это стратегия стоп-н-го игры и лимпуши. Сейчас давайте более подробно остановимся на стратегии Stop and Go. Стратегия Stop and Go предусматривает собой игру, на префлопе мы играем call, и по флопу, который нам подходит, мы сразу играем all-in. То есть для того, чтобы это работало, нам нужно иметь стек примерно 8-12 блайндов, потому что если у нас стек меньше, то у нас не будет уже fold equity на флопе, то есть мы не сможем эффективно блефовать, если это потребуется. Поэтому для такой стратегии мы выбираем руки преимущественно одномастные, возможно, какие-то коннекторы, гап-коннекторы. То есть мы коллируем ставку оппонента, попадаем во флоп и идем all-in. То есть неважно, это будет топ-пара, вторая пара, флеш-дро, стрит-дро, то есть мы сразу ставим all-in. Единственное, что если мы попали очень хорошо, тогда all-in ставить не обязательно, там мы уже пытаемся выманить фишки. То есть это если у нас, допустим, флеш-слоп образовался, либо там стрит, либо трипсы какие-нибудь, здесь мы уже стараемся вытянуть фишки по максимуму. Ну и обратная ситуация, если, к примеру, человек рейзит из ранней позиции, мы, допустим, закалировали какие-нибудь 8-7 одномастные, а доска вышла туз, король 10, так, к примеру, и без нашей масти, то в таком случае тоже мы играем просто чек, получаем ставку и играем пас. То есть это что касается стратегии Stop and Go. И применяем мы эту стратегию в основном в средней, поздней стадии игры, потому что в начале турнира очень часто нас будут коллировать, плюс после нашего кола будут заходить еще обычно и либо большой блайнд, либо до нас будут еще колы, поэтому стратегия не будет работать. Итак, вторая ситуация у нас 10-4 пиковой на большом блайнде, идет рейс с ранней позиции. Мы коллируем в надежде на то, что выйдет доска либо с флеш-дро, либо мы попадем в топ-пару и будем выставляться. Выходит доска 10 валет дама без наших мастей. Да, у нас здесь есть третья пара, но человек рейзил из ранней позиции. То есть, соответственно, эта доска очень хорошо подходит его диапазону. Тут у него все десятки сильнее, чем наша, валеты, дамы, ну и что-то сильнее. Поэтому здесь мы не можем применять ту стратегию, про которую я говорил, то есть stop and go. То есть мы здесь играем просто чек и на ставку отваливаемся. То есть мы здесь не коллируем, даже несмотря на то, что у нас здесь третья пара. Так, идем дальше. У нас следующая раздача. На большом блайнде у нас король 5. Тоже играем просто кол в надежде на топ-пару, в надежде на флеш-дро. То есть это стратегия stop and go. Человек чекает на малом блайнде. Сейчас наше слово. Мы здесь смело ставим all-in. То есть можно было, конечно, сыграть здесь чек, дождаться ставки от кого-то из оппонентов, поставить all-in, но тогда мы 100% будем играть на стек. Ну, то есть мы будем играть all-in 100%. Здесь же такой ставкой мы можем напугать оппонентов, и они могут выбросить. Понятно, что даму здесь никто не выбросит, но какие-нибудь четверки, семерки выбросить здесь можно будет. Ну, получили кол от дамы и доехали. То есть здесь лучше в такой ситуации играть так, как сыграл наш герой, то есть просто на флопе ставим all-in в надежде, что мы оппонента выбьем, потому что у нас флеш-дро, эта рука еще не готовая, мы хотим все-таки получать довольно часто пас. Следующая раздача 8-3. Опять же играем кол в надежде на все то же самое флеш-дро, либо топ-пару, даже здесь не против попасть в топ-пару. Вот. Ну и здесь уже другая, скажем так, ситуация. Мы дожидаемся ставки от оппонента и играем all-in. То есть опять же здесь уже в игру вступает еще и такой параметр, как SPR, это соотношение эффективного стейка к размеру банка. То есть у нас здесь около двойки, поэтому мы здесь можем ставить all-in. И опять же ставим all-in, чтобы выбить из раздачи вот этих оппонентов. Да, и этого игрока тоже нам здесь желательно выбить, потому что опять же рука не готовая. Мы здесь будем рады, даже если заберем эти 7 блайндов.
Вот, получили кол от совсем не того оппонента, которого ожидали. То есть вот он заколировал нас по семерке. То есть вполне вероятно, что другие оппоненты более-менее адекватные, то есть такую руку выбросят, то есть нам даже не придется играть all-in, то есть мы просто, сыграв таким вот образом, через Stop and Go просто заберем 7,5 блайндов в наш небольшой стейк, то есть это половина нашего стейка практически. Вторая стратегия — это стратегия Limp Push. И для того, чтобы эта стратегия работала, здесь не все должно зависеть от нас, то есть нам нужно, чтобы у нас за столом сидели агрессивные игроки, один, два или даже больше. То есть эту стратегию мы применяем, когда наш стек примерно 15-20 блайндов. То есть когда мы не можем, либо не хотим играть через рейсы для того, чтобы не пугать оппонентов. То есть мы играем лимп, обычно это происходит с ранних позиций с сильными руками. Дожидаемся активного действия от оппонента, который часто рейсит, и на его рейс ставим all-in. То есть, как правило, в таком случае у него уже не будет опции пас, из-за того, что он фишки в банк поставил, там есть мертвые фишки, в том числе наш один блайнд, который мы залимпили. Он очень часто будет наскалировать и, как правило, всегда будет, практически всегда будет позади нашего диапазона. Но опять же, для того, чтобы эта стратегия работала, мы должны применять ее уже в средней, в поздней стадии. То есть так, сейчас ситуация по лимп-пушу. То есть у нас здесь девятки, мы играем лимп в надежде, что, возможно, кто-то из больших стеков, то есть здесь 55 блайндов на баттоне, 33 блайнда, нас переставит. Плюс на малом блайнде тоже есть короткий стек, который может идти all-in. Здесь мы получаем, вот если бы не было этой ставки, то тогда, скорее всего, эту руку нам бы пришлось на флопе зарывать, потому что много оппонентов будут в любом случае какие-то оверкарты, мы играем пас. Но этот игрок, по сути, ну не то чтобы нас спас, то есть мы изначально рассчитывали на то, что кто-то порейсит, но эти оппоненты, они зашли в раздачу тоже лимпом. То есть немножко не по плану все пошло, поэтому здесь малый блайнд нас спас. То есть мы идем all-in, попадаем в девятку и выиграем раздачу. То есть вот, человек от туз-дама, он даже с такой рукой не порейзил. То есть по статистике будет видно, агрессивный игрок либо не агрессивный. Если он часто на префлопе рейсит, то есть у него высокий ПФР, высокий в пип. Ну, пип не так важен, главное ПФР, либо 3бет. Если высокие, то такого оппонента, такой оппонент может нас зарейзить. Здесь статистики нет, поэтому я не могу сказать, какие были у него показатели, но когда вы играете какой-то турнир, либо вы играете со статистикой, это видно, либо если вы играете без статистики на пати-покер, либо на покерок, наблюдая за столом, вы тоже понимаете, как ведет себя тот или иной игрок. Вот, это была последняя раздача. Лимп-фолд, лимп-пуш, то есть мы поставили лимп, добились того, чего хотели на префлопе, получив рейс, и запушили. Позже. Ну и самая простая стратегия, которую я поначалу рекомендую использовать всем, это стратегия игры push-fold. Это та стратегия, которая не требует каких-то серьезных навыков игры, то есть не нужно, в отличие от стратегии Stop and Go, разбираться, когда стоит пушить, когда нет, в зависимости от структуры доски. Не нужно в стратегии Limp Push следить за игрой других оппонентов, чтобы понимать, когда стоит лимпить и пушить на рейс, а когда нет. Здесь просто у вас есть чарты, которые вы получаете на курсе про МТТ, смотрите, подходит эта рука для данной ситуации, для пуша или не подходит, и просто пушите или не пушите, если этой руки там нет. Единственное, что многие еще ученики спрашивают, а что делать, если, к примеру, передо мной был один рейс? Если перед вами был один рейс, то стратегия push-fold уже не работает, мы этими чартами пользоваться не можем. Но если, допустим, был не рейс, а лимп перед вами, то тогда лимп был один. То есть если их было больше, то опять же стратегия push-fold не работает. Если был один лимп, тогда вы можете тоже смело смотреть чарты push-фолда и пушить эту руку, если она там есть. Следующая раздача, король-дама у нас. И ставим сразу all-in. То есть это стратегия push-fold. То есть все просто. У нас 17 блайндов практически. Мы находимся на позиции hijack. Ставим all-in. Получили кол, даже 2 кола. Ну и здесь мы проиграли раздачу. Но опять же, все было сделано правильно. То есть в чартах эта рука есть. Действие правильное, поэтому итог уже не особо важен. То есть выиграли мы, либо проиграли. Так, следующая ситуация. Туз 4 одномастные на хайджеке опять же. Тоже стейк 8 блайндов, мы здесь идем all-in. Опять же, эта игра полностью соответствует чартам. Это рука в 8 блайндах с хайджека пушится. То есть это все есть у вас в чартах на курсе про МТТ 3.0. Так, тоже получаем здесь, опять же, 2 кола. Это уже не очень хорошо. Ну и здесь нам просто повезло. То есть мы доехали, но по факту действие все равно было правильное. То есть мы не ориентируемся, потому выиграли мы раздачу или нет. То есть сыграли мы правильно или нет. Да? То есть если
мы делаем правильное действие, тут уже не важно, выиграем мы раздачу, либо проиграем. Главное, что мы сделали правильно на префлопе. Так, раздача следующая. У нас дама 8 на малом блайнде. И мы опять же сразу пушим. То есть это тоже стопроцентная игра по пуш-фолду. Не нужно здесь ничего придумывать, не нужно здесь играть через рейс, потому что в этом случае, если мы играем рейс и получаем кол, то нам придется играть постфлоп без позиции. А так как после нашего рейза в банке уже будет примерно где-то около 6 блайндов, то играть мы будем опять же в СПР практически двойки, и тут постфлопа никакого нет. Вот получили мы здесь кол от туз-3. Опять же, туз-3 это не самый будет лучший кол здесь, но тем не менее человек так сделал, и мы его переиграли. Специально для начинающих игроков и игроков микролимитов мы существенно доработали курс про МТТ. Теперь он называется про МТТ 3.0. В этот курс входит 10 видеоуроков, 2 групповых занятия с тренером и 1 индивидуальное занятие со мной, на котором вы сможете получить ответы на все интересующие вас вопросы. Также всем, кто проходит курс про МТТ 3.0, доступна ежемесячная игра Home Games. Этот турнир с гарантированным призовым фондом, плюс за выбивание тренера в этом турнире вы будете получать дополнительную награду. На данный момент этот курс можно пройти со скидкой 100%. Переходи по ссылке в описании, оставляй заявку и записывайся на курс. Надеюсь, данное видео было для вас полезно. После него вы будете себя более уверенно чувствовать в стейках меньше 20 блайндов. Всем спасибо большое за просмотр, всем удачи, всем пока.